Привет, мои дорогие! У нас поступил заказ на такой расклад. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, расклад про суд или итог суда, стоит ли судиться. Заранее благодарю. Ну что, девочки, давайте посмотрим. Если вот у кого-то такие моменты с судами, давайте сделаем прогноз на суд. Стоит ли судиться? Что за суд? Ну и вообще, стоит ли к этому всему подходить и все остальное. Будем мы немножко, знаете, с какой точки зрения подходить, девочки? С такой, что у меня есть диплом юриста. Да, у меня мое второе высшее юридическое. И если кто, например, думает пойти на кого-нибудь учиться, девочки, в жизни пригождается, знаете, потому что многие люди боятся иметь дело с судами, боятся иметь дело с чем-то таким, но по факту до судов, лучше не доводить, да. Суд — это та инстанция, которая вот судит по закону, но по факту есть такие, знаете, урегулирование спора, соглашение об урегулировании спора, дополнительное соглашение. Это очень все легко делается к договорам, поэтому вы можете, знаете, все это, мирно, скажем так, без судов, а ну, пройти это. Поэтому тут ничего страшного нету. Все думают, что если вот есть какой-то договор, то если кто-то не выполняет договор или там какие-то непонятные моменты, то только через суд можно договориться. Можно, но можно и до. То есть, смотрите, про спор. Есть такое досудебное урегулирование спора, девочки. И оно очень и очень даже и эффективно, когда к этому все идет. Главное, чтобы вы могли понять, эм, даже не сколько именно по законодательству, можете ли вы это решить. Потому что многие идут в суд из-за обиды какой-то, из-за каких-то своих неоправданных надежд, то, что что-то не оправдалось, да. А получается, по факту там законодательство или еще что-нибудь, да, получаешь иногда кукиш с маслом даже после судов. Поэтому стоит ли судиться, мы сейчас посмотрим. У нас будет 2 варианта: стоит ли судиться. И давайте начнем. Первый вариант — стоит ли судиться. Второй вариант — стоит ли судиться, да, в вашем каком-то конкретном случае. То есть мы будем смотреть, почему на 2 варианта, да, потому что стоит или не стоит, да, стоит ли в это влезать или не стоит. Ну что, поехали, девочки. Первый вариант, второй. И давайте посмотрим. Прогноз на суд. Стоит ли судиться вообще? Стоит ли вот это судебные тяжбы эти заводить? Вне зависимости от того, какое там у вас дело. Ну, мы будем такие более, знаете, гражданско-правовые отношения. Не уголовные. Уголовные — это по-любому суд, да, а гражданско-правовые. Ну что, смотрим. Прогноз на суд. Первый вариант. Стоит ли судиться? Тут, в принципе, задействованы деньги, но не особо такие вот большие деньги, чтобы вам это вообще било конкретно по карману и все остальное, да. То есть тройка костей, она говорит о том, что если вы будете судиться, ну, вы выиграете даже и какую-то копеечку, но это не будет такая вот прям что-то такое примечательное, да, в вашей жизни. Поэтому давайте посмотрим дальше. Стоит ли судиться здесь? Туз кости выпал все равно. Деньги. Одни деньги, девочки, выпадают. Стоит ли судиться? Маг. Стоит ли судиться? Солнце. Вообще правда на вашей стороне, да. То есть, то, что вы думаете, да, даже тут не по поводу суда. Тут вообще вопрос именно в деньгах, девочки. И, то, что вы должны вот эти какие-то деньги, они должны к вам прийти, вы должны их получить, да. Это правда жизни. Дальше выпадает маг и 19-й старший аркан Солнца. Солнце, девочки, это может и значить, кстати, суд, да, то есть то, что суд будет на вашей стороне. Но изначально сигнификатором выпала тройка костей, да, то есть но выпал маг. То есть вы здесь, в этом раскладе, выпали магом. Почему магом Солнцем? То есть, во-первых, это для вас какой-то определенный опыт будет. Во-вторых, вы будете сильнее. Будете вы судиться, не будете, да? Вот эта ситуация вообще, это ваш опыт.
который потом вам в жизни очень и очень даже пригодится, да. Вы будете такая подкованная лошадка. Поэтому даже если вы будете судиться, подавать иски или там еще что-то, то, вы обретете здесь не сколько даже, например, какие-то деньги, да, какое-то материальное, вознаграждение, сколько вы приобретете вот этот опыт, который вам вообще во многом пригодится, и еще люди будут к вам идти и советоваться, как да что да как. Понимаете? Давайте еще посмотрим, стоит ли судиться. Здесь фортуна выпадает. Двойка мечей к чему? Очень сильно будет ваш вот этот оппонент, ответчик, скажем так, переживать, да. Это очень какие-то даже сильные негативные эмоции. Ваш оппонент, он эмоционален. И он может быть жаден, он может быть не очень, скажем так, чист на руку, да, и все остальное. Это суд с негативными последствиями для вашего ответчика, а фортуна на вашей стороне. Но все-таки двойка мечей, тут выпала восьмерка мечей, все-таки попробуйте сначала договориться вот этим мировым соглашением, да, урегулировать свой спор. Спор свой урегулировать вы можете с помощью знания законодательства. То есть вы пишете претензия, есть такая досудебная претензия, да, и если это юридическому лицу направляется, либо даже человеку. В любых этих, не знаю, как у вас в какой стране, вне зависимости, какой вы смотрите, да, но есть такое, что все, что, например, в "Вайбере", эти скриншоты, переписки и все остальное, это тоже, суд будет учитывать то, что вы пытались договориться, да. То есть, до суда всегда надо пытаться договориться, потому что суд будет спрашивать у вас: "А пытались ли вы договориться?" И если не пытались договориться, да, то это, ну, как бы такой небольшой, но тоже минусик. Эм, Поэтому, девочки, пишем претензию, да. Я такая-то, такая-то, или я такой-то, такой-то, имею претензию по работе, услугам, там, тому-то, сему-то, пятое, десятое к вам, да. Вот прям можете так юридическим лицом описать. В интернете очень много примеров, как составлять вот эти вот претензии, да. Не надо там бумажной волокиты, просто говорите по фактам, и в свободной форме раскладывайте свою претензию. Но обязательно пишите вот эту претензию. Также вы ее, знаете, копируете для того, чтобы потом, как говорится, к делу приложить. Да? И ждете ответа. Если вам ответа не поступает, вы подаете, например, уже исковое заявление в суд. Понимаете? Если ответчик идет, скажем так, на какое-то примирение, обсуждение этих всех моментов, надо еще немножко, как говорится, погасить вот эти отрицательные энергии, это выкручивание какое-то, вот эту, ну тут вот эти вот мечи все-таки выпали, что там, знаете, такое вот отрицание всего, такое вот, не надо, что ты, да ладно. И там, как говорится, люди уже не первый раз судятся, судя по картам. Они имеют опыт. Двойка мечей здесь и двойка хазардов. Ваши ответчики, они уже попадали в такую ситуацию, как с вами, с другими, да, и они вот резко в отказ такой вот идут. Я бы на вашем месте относилась к этому вот не то, что там вот как к игре какой-то, да, но вот к какому-то такому жизненному своему уроку, который для вас в любом случае кончится хорошо. Понимаете? Да, хорошо для вас кончится. Будьте максимально спокойны здесь, да, и максимально подкованы по каким статьям. Дело в том, что, я вам так скажу, иногда и даже вот зачастую хитроумные всякие, да, они, например, в договорах, вроде бы договор и составлен там супер-пупер, да, и понятно, все остальное, но они боятся некоторых моментов, пунктов, которые для вас не являются значимыми. То есть вы, например, по каким-то гарантиям хотите судиться или еще что-нибудь, ну, допустим. А дело в том, что
очень часто, очень хорошо играет на руку там не предоставление всеобъемлющей полной информации, там еще что, какие-то другие моменты. И когда вы проходитесь по договору, вы прям, знаете, находите изъяны в любом пункте, потому что где-то будет триггер, и он не всегда может относиться именно к тому вашему спорному моменту, понимаете? И когда вы нажмете на этот триггер, ваш оппонент пойдет вам навстречу. Это я вам говорю как юрист. Понимаете? Это такие хитрые моменты есть, я вам их открыла. Поэтому здесь судиться, относитесь это как к жизненному какому-то своему уроку. Да? Вы можете судиться, можете не судиться. Да? Выхлоп тут, я бы не сказала, что большой, но зато вот опыт, он вам поможет, и вы выпадаете картой мага. Понимаете? Ваш оппонент выпал никем, а вы картой мага. А там колесница. То есть после вас у него будут такие же проблемы с другими. Понимаете? Не только с вами. Вот и все. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте смотреть, стоит ли судиться, прогноз тут на суд. Да? Четверка кубков. А к чему-то выпала эта четверка кубочков? Расскажи-ка нам. Стоит ли судиться здесь? Правосудие, рыцарь Хазардов. В общем, что произошло здесь? Вас накололи. По картам выпало, что вас накололи. И все произошло из-за вашей доверчивости. Тот ваш оппонент, с кем вы хотите судиться, он скрыл, пытался наколоть, обобрать, наврать и все остальное. Человек неприятный сам по себе, вот этот, да, или фирма это. То есть там с наколами связано, да. На чем сыграли? На вашем доверии. Вот и все. Правосудие, здесь суд идет вообще 90%. Все-таки суд будет, потому что здесь выпала карта правосудие. Понимаете? И опять-таки вы здесь, да, жертва какая-то, но фишка в том, что жертва на доверии. Понимаете? А доверие, как самое, в суде надо доказывать, да? То есть, есть такое выражение, да, незнание законов не освобождает от ответственности. И дело в том, что ваше доверие не является ключевым здесь, в этом суде. Поэтому помощь юристов вам здесь пригодится, подкованных юристов, те, которые разбирают такие дела, как именно ваши здесь, да, и в принципе можно идти в суд. Но только здесь очень подкованно надо. И не основываться на вашем доверии, да, то есть то, что вы доверились, а вас обманули, да, оно здесь вообще не прокатит. То, что вы доверились. Вы должны были, как говорится, быть готовы к этой херне, да, которая, к сожалению, произошла, да, вот эта спорная ситуация. Договориться, нет, вот я бы тут, если в первом варианте там мирное соглашение какое-то можно, да, урегулирование спора делать, то здесь я вам скажу так. Тут надо вам совещаться именно с юристами, которые занимаются похожими делами, как у вас, да. Там общество защиты прав потребителя, если вы что-то не то там где-то приобрели. Ну, короче, тут надо с советами юристов, тут надо составлять бумаги, по которым вы можете на которые вы можете опираться. Потому что на свои доводы здесь вы опираться не можете. Вот именно договоры такие, ну, то есть доводы какие? Такие, что вот, это нечестно, это несправедливо и все остальное. Это работать не будет, мои дорогие. Очень часто с судов тоже люди уходят недовольные, да, хотя они и правы. Почему недовольные? Потому что вот было вот это ощущение, что меня как личность, да, как человека обидели, да, а суды, они действуют по закону, и это обидели они не считают. Даже есть, например, в Уголовном кодексе там повреждение, да, ущерб, маленький ущерб, большой ущерб, там тяжкие телесные, легкие телесные, да, то есть вот это они рассматривают, а обиду никто не рассматривает. И дело в том, что у вас вот эту обиду тоже никто рассматривать не будет, но можно с помощью юристов только лишь, да, тех, которые вот такими похожими делами занимаются, только с этим идти в суд.
Просто так с обидой у вас здесь в суд не пойдешь. Но тут вы выпали, что, да, вас обидели, но доброго, человека здесь обидели. Доброго, хорошего человека обидели, девочки. Да, мир несправедлив. И мы, вы где? Вы на канале "Черной магии", девочки. Мы, с этим боремся, да, какими-то своими другими методами, которые именно к человеческим судам, как говорится, не относятся. А есть еще такая, знаете, такая, ну, это не поговорка, это было, это такой, знаете, прецедент, в японском, суде, когда, одну студентку, ну, это давным-давно было, похитили, короче, издевались, там много человек над ней, да, и, ну, довели до, очень плохого конца, мучили, короче, девушку. И японское правосудие там порешало, конечно. И в тот момент, когда был суд, говорили, такой момент, такое, а, человеческий суд на скотов не распространяется, да, и им типа такие сначала дали приговоры очень серьезные, а потом вот я просто читала, получается всем потом как-то сроки скостили и все остальное. То есть было ли правосудие после вот этого правосудия? Ну, вопросы были. И вот это, да, там уголовное было, тут, девочки, вот доверие ваше, да, обиды. Не несите обиды в суд, да, вы не удовлетворитесь. Только через закон вы можете получить что-то, тут компенсации какие-то и все остальное. Но вам нужны юристы здесь, да. Кстати, насчет юристов. Есть дорогие юристы, а есть, девочки, например, такие какие-то общества. При университетах есть, студенты рассматривают. Среди студентов очень много талантливых будущих юристов, и под руководством преподавателя они вот эти вот советы дают. По крайней мере, у нас такое есть. Поэтому, знаете, вам нужна вот эта вот хорошая консультация, и не обязательно она должна быть дорогая здесь, понимаете? И ваша справедливость восторжествует. Все, мои дорогие. Так что держитесь, пусть у вас все будет хорошо. Не бойтесь этого всего, но лучше, конечно, до этого не доводить. И как я говорила в первом варианте, даже вот вы выбрали второй, да, есть всегда урегулирование досудебное спора. Оно может у вас как-то по-разному. Соглашение, мировое соглашение, да, соглашение об урегулировании спора, да, там ответ на претензию. До суда вот это вот все делается, потому что об этом суд всегда спрашивает. Могли ли вы договориться? Почему вы пришли в суд? Договаривались ли вы? Даже как вам бы обидно не было, и вы считаете, что договориться нельзя, надо включить, морду кирпичом сделать, да, и, как говорится, идти по своей претензии. Вот это, юриспруденция, она такая. Все, мои дорогие, люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все получится. Я за вас держу пальчики. Пусть у вас все будет хорошо. Плюйте на то, на что, как говорится, можно плюнуть. Пока-пока.